Запускаем по новой. Так. 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 И вроде все. Все нормально. Так, сейчас тут верну кое-что. Общие настройки. Ну да, вот он наш стабильный дисконнект. Не знаю, что даже происходит у нас. Так. Так, OBS работает, все нормально. Окей, гуд. Так, ну вот, вроде все нормально, все вернулось. Да, вроде все хорошо, качество соединения отлично, ладно. Ну не страшно, надеюсь, что больше такого не будет. Бесит, конечно. Так, ладно, тогда забег в Зульфарак мы закончили. Я тогда сейчас повторно зарегаю. Ну, на оба, наверное, все-таки на оба подземелья. На Марадон и Зульфарак. Вот. А сам пойду квест, короче, делать. Да вы что, издеваетесь? Что это за лаги? Опа, мифрил. Мифрил нужен. Так как я выбил рецепт. Кое-какой. Интересный, эпический. Благодаря которому я могу теперь крафтить ту самую шмотку, которая падает в Гномрегане. Для друидов. Я вот теперь могу крафтить, только нужен навык инженерного дела 250. У меня сейчас 243. И я решил просто делать тупо патроны. Надеюсь, то, что прокнет скилл. Ну и плюс буду делать вот эти вот очки с Paw Power. Потому что у меня есть немножко звездного рубина. Там, по-моему, на одну пару очков, наверное. Ну, а кожу можно купить. Да, 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 да. У меня сейчас вот последние недели две такое происходит почему-то. У нас что-то вот не то.
стабильно, вот плюс-минус, либо в полдень. Вот теперь вот, оказывается, еще чуть раньше может. Просто отключается, ты перезапускаешь, потом все нормально происходит. Дальше можно как бы проводить. Не знаю, сегодня, наверное, пойду к провайдеру разбираться. Либо у нас роутер старый, надо менять, либо не знаю что. Так, сейчас я сделаю релог в игру, у меня звук просто игровой почему-то исчезает, когда ты наушники подключаешь. Когда отдельно подключаются наушники во время игры, внутриигровой звук в Warcraft почему-то именно на этом сервере исчезает совсем. Так, вот теперь есть. Так, снова зарегаем тогда Зульфарак и принцессу. Марадон. Храма Толхакара уже можно регать. А, вот и, кстати, кастомные подземелья. Hateforge Quarry называется. Это вот новое тоже подземелье. Оно где-то 50 плюс, я так понимаю. Туда тоже народ активно довольно ходит. Но вот почему-то у меня в моей базе данных Atlas Loot его нету. Да, не видно. Ну ладно. Так, пока ждем тогда данжа. Попробую быстренько сделать квест. Правда, какой-то дроп шанс у шмоток. 80%. Сентипар Васп, Сентипар Стингер. Стингер. Какая разница? Ну ладно. Так, 1 из 5, отлично. Все-таки нормальный дроп шанс. Так вот, я не понял, неужели они не со всех жуков падают? Странно. Блин. Так, БРД. Блин, вот БРД это, конечно, вот данж. Прям вот с большой буквы. Такое количество боссов. Даже интересно становится, вот если задуматься о фулл ране. Прям вот самый, что ни на есть, фулл ран Черной горы. Это ж сколько времени займет? Так, видимо, мне стингеров надо мочить. Не зря же потом БРД разделили на несколько частей. По-моему, уже, наверное, с Лича, наверное, БРД разделили. Когда вот ЛФГ появился, и в БРД можно было регать, по-моему, отдельно. Там, допустим, тюрьма, часть,
допустим. Потом еще там какая-то часть, связанная с ласт боссом там. Там же ведь еще и ключ нужно сделать, чтобы, допустим, срезать можно было в самом начале. Ну да, я тоже вот думаю, как минимум 2 часа. Это если еще группа будет хорошая. Если кто-то висит, знает вдоль и поперек. Да, да. Я вот, допустим, много раз там был, но сомневаюсь, что я прям его весь знаю. Потому что есть там те части, которые прям ну, совсем не популярные. То есть я привык, как мы вот начинали. Блин. На начало там вот выходим в центр, подходим к этой к арене, там где судья выходит. И потом из этой арены выходишь и спрыгиваешь вниз, там где ворота гигантские, прям такие ворота. К воротам вниз. Мы, по-моему, делали так называемый лава-ран. То есть прыгали по лаве и прям бежали к ласт-боссу. Чаще всего. Вот это вот я запомнил. Именно лава-раны. Ну, иногда разве что еще ходили там, где находится этот трактир. Интересный там, это... Таверна, трактир. Там тусуются все эти дворфы. И там мероприятия проходят, когда праздник. А так что прям full ран, ну не знаю, я, наверное, я бы даже запутался. Столько боссов. Вроде бы все знакомые. Ну, рарников вот этих вот всех я разве что не знаю. Наверное, рарников я никого не видел. Вообще первый раз вот вижу эти имена рарных боссов. Так. Синтипар Стингер. Где еще? Так, Wasp, Wasp. Неужели они такие редкие? А, вот Стингер. Я помню, там на арене есть босс, который прям для воинов must have. Вот этот, по-моему, да. Они постоянно ходили на эту арену и выбивали себе вот этот вот нагрудник. Improves your chance to get a critical strike. На 2%. Статы хорошие. Это прям, я не знаю, прирейдовый, наверное, шмот считается. Хм. Где же еще? Где-то тут видел, мне кажется. Показал. О, туннелер. Так, интересно. Так, Голем Лорд. Да, еще помню, вот у Голем Лорда отличное колечко. Я когда играл на классике. Second Wind я, по-моему, тоже выбил. Триньку. Нахила себе.
И еще, помню, выбил колечко. К счастью, просто потому, что никому оно не нужно было. Я просто попросил, типа, давайте я возьму себе для успеха. Я себе сделал прот паладина. И в итоге я получил вот это вот колечко. Хорошее. То есть хорошо то, что вот благодаря этому кольцу можно еще получать... точнее, осуществлять ответный удар. Там сколько он наносит? Чисто 3 урона. Но все же, хоть что-то. Да, вот шмот в БРД, вот это вот, конечно, тема. Самые хорошие шмотки, по-моему, только там. Прям вот если в процентном соотношении так посчитать, сколько полезных вещей можно там выбить. Думаю, это именно БРД. Ну, хотя, может быть, еще и УБРС, и ЛБРС. Я вот в ЛБРС, помню, ходил. И пытался, по-моему, вот поймать вот этого рарного босса. Который вот дропает вот этот вот топор. Бритва вот эта вот. Интересно выглядит. Но был прикол в том, то, что вот у него скорость, по-моему, это один из единственных оружий, у которых скорость 4.0. То есть самое медленное оружие. Медленнее не найти. А паладину чем медленнее, тем лучше. Поэтому я вот думаю, может быть, мне в этот раз попробовать его выбить. Жаль, что босс именно рарный. Так, ладно. Тараканов я сделал. Надо пойти сдать. Что у нас там? Что у нас там по поиску подземелья? 8 ДПСов на принцессу. Понимаю. 5 ДПСов в Зульфарак. Ух. Видимо, это займет время. Ладно. Можно попробовать тогда эскорт курицы сделать. Я его пытался сделать, кстати. Вчера попытался сделать эскорт куриц в соло. На 49-м левеле, и я не смог. Просто первая же засада, 3 скорпиона 46-го левела, вот эти вот чуваки. Так они меня просто вайпнули за пару секунд, оказывается. То ли их яд, то ли они сами автоатакуют на 100 урона. Там 110, по-моему, или сколько. И скорость атаки у них там, естественно, быстрее. Просто затыкали меня, я бабл даже не успел нажать. Одного скорпиона только забрал. Плюнул и вышел из игры. А почему про принцессу можно забыть? Не согласен. Там лут слишком хороший, чтобы про нее можно было бы забыть. Молот, колечко, штанцы, наручи. И плюс еще офф-спек можно шею взять. Хотя я вот тут вот выбил шею. Ну, очередь разве что, да? Ладно. Хотя, сегодня пятница. 2.6 уже онлайн. Утро. 11 утра. Я никуда не тороплюсь. То есть, если, допустим, интернет прям... Сейчас у меня пинг 105. Но это чуть-чуть, конечно же, не тревожно. Если он будет 200, каких-нибудь 250, прям стабильно, тогда я, конечно, буду уже заканчивать. Но это произойдет через несколько часов. А так я никуда не спешу.
Хотя бы один раз можно сходить. Так, точно, у меня тут мусора дофига. Надо продать. Ага. Хрень. Это тоже, по-моему, хрень полнейшая. Чисто на друида. Тоже хрень. Да, отлично, это я все продам. Так. Обидно вот разве что было, когда вот меня позвали, вот, когда это было пару дней назад, стрим вот у меня был, совсем нежданчик такой, пригласили, просто сказали, нужен ДПС. Пойдем в Марадон. Идем сразу на принцессу. Сделали 2 забега, оба забега выпало кольцо. Оба забега я его не выбил. Не смог. Мне что-то вот с роллами, когда вот важная какая-то шмотка падает, мне с этими роллами вообще не прет. Так, вот, кстати, интересный рецепт у меня выпал тоже в Марадоне. Это когда мы во втором забеге шли на босса Гоблина. Это вот дополнительный лут, который добавили на черепахе. Там с Гоблина хороший щит падает. Для шамана, для паладина тоже. Вот я выбил себе рецепт. И шмотка получается точно такая же, которая падает именно в Гном-Регане для друида. Только я так понимаю, если... Так, Гном-Реган... Это у нас Краудпуммелер. Вот он. Если в Гном-Регане вот эта вот шмотка, там, по-моему, только 3 заряда у активного использования увеличивает скорость атаки на 50%, то, наверное, которую я там получил, она будет бесконечная. Обратная психология. Но такое вряд ли работает именно с роллами. Не знаю. Так, ладно, не буду сейчас курицу делать, лучше попробую убить элитного великана в соло. Не знаю, получится, нет. Я вот не помню. Вот у меня сейчас, вот, допустим, плечи с ласт босса Зульфарака. Я их получил, наверное, просто потому, что в том забеге, в единственном забеге, когда они выпали, на момент эта шмотка, вот эти плечи с ласт босса Зульфарака, это по проценту шанса дропа самая популярная, да, 28%. И я ее выбил только потому, что там некому больше было брать ее. Так, Iron Deposit. Нет, мне не надо. Сейчас приду, хорошо. Опа, я смотрю, тут уже скоро буду 51-й. Интересно. Так, что мне тут по пингу? 222. Блин. А вот это я боялся. Вот этого я очень боялся, конечно. Блин. Почему такой высокий пинг?
Странно. Так, ну ладно. Надеюсь, я великана смогу замочить с таким пингом. М. Так-то задержки нет. Пока нормально. Так, ну в принципе у меня в распоряжении петух есть боевой. Есть петух, есть луч. Хотя вот луч использовать против элитного моба. А, ну если я его в стан смогу закинуть. Сначала могу его застанить. Выпустить луч, потом только петуха. После этого уже там по ситуации. Стан, гранаты, бабл, лох. Ну, не знаю. Все зависит от того, насколько больно будет от автоатаки. О, 6400 хп. $173 урона. Ну, неплохо. 400 крит. Плохо. Так, а вот не хочу, чтобы черепаха еще сагрилась на меня. Так, ну нормально. Есть. Соло. Соло! Правда, ну тут прям без лоха, ну никак. К сожалению. Хорошо, что у меня еще эти зелья были. На ману. Так, что у нас тут? К принцессе у нас присоединился Хил. Правда, Хил еще присоединился к оранжевой комнате. Угу. Получается, ждем танка. И то это если следующий я по ДПСу в списке. Зульфарак пока что мертвый. Ну ладно, хрен с ним.
Так. Пинг у меня теперь 424. Найс. Классно. Да, задержку, конечно, видно. Теперь. Причем неплохая такая задержка. В пару секунд как минимум. С возвращением. Я тут пока что великана успел завалить. Соло. И заметил то, что у меня интернет начал еще хуже работать. Блин. Не знаю, так что предупреждаю на всякий случай, если что. Наверное, все-таки буквально в любой момент у меня могут начаться какие-нибудь, не знаю, задержки, зависания, а то и дропнуться. О, 1000 пинг. Позвонили, и машина приехала. И все не вовремя. Да, бывает такое. У меня похожая ситуация была вчера. Только ко мне. В дверь позвонили. Я сначала думал, это девушка вернулась. А в итоге это оказались эти сектанты, которые рекламируют свое движение религиозное. Эти свидетели Иеговы начали меня расспрашивать о Иисусе. Блин. Я им просто сразу сказал то, что я не религиозный человек. Будь я немного такой, скажем так, ну, приколистом, этим пранкером каким-нибудь, то я, может быть, и решился бы, не знаю, там, сказать что-нибудь про, не знаю, связанное с исламской культурой, с исламом. У нас они запрещены в МСК, их почти нет. Нифига себе, как вам хорошо. А у нас они тут в городе, у них там специальное здание есть. Гигантский такой дом в городе. И на нем рекламный щит и с надписью их сайта. Они в итоге, вот когда я им сказал, то, что я не религиозный человек и не хочу об этом говорить, они мне вот как раз-таки дали свою визитку с этой вот как раз-таки точно такой же надписью, как у них там на здании. Мол, там вы сможете найти ответы на все свои жизненные вопросы, там, как найти себе пару, как там, я не знаю, еще там что-нибудь. Самые обычные вопросы из жизни. Но, соответственно, найдете ответы, которые исходят из Библии. Что-то вот вроде того. Бесят меня эти святоши. Причем, что я живу в городе, что я раньше в деревне жил. Они в деревне, вот когда я жил давно, тоже по домам ходили. Мой дед сразу двери на замок, окна все закрывал, шторы там прикрывал и прятался от них. Мне сразу говорил то, что вот сектанты, смотри, сектантки ходят, не открывай двери. Пусть они пройдут, постучат и выйдут. Как террористическая организация, офигеть. Блин, ну это круто на самом деле. Потому что такие вот эти вот религиозные движения мне не нравятся. У них же там свои особенные правила еще какие-то есть, если не ошибаюсь. Насчет некоторых там вещей. Так, что я вообще-то сейчас сделаю-то? Надо потом перепиши квартиру и так далее, общаться только со своими из секты.
Да, кстати, возможно. Лично еще таких примеров, конечно, я не видел, но слыхал. По-моему, где-то читал, слыхал давно. Вот такие тетки, наверное, хорошо будут влиять на каких-нибудь бабулек, я не знаю, которые действительно могут поверить. Бабки-то точно ходят во всякие там, не знаю, священные места, там помолиться и так далее, в эти церквя, церкви. Мгм. Так, что, по квестам тогда я закончил в Танарисе. Чуть-чуть до 51-го. А, точно, во. Квесты можно попробовать собрать квесты, да. Квесты на этот вот. Храм, затонувший храм. Что у нас тут в чате? А, опять появляются эти продавцы золота. Администрация снова борется с ними. Так, сейчас я быстренько загуглю. Зайду на WoWhead, наверное, не знаю. А, Смотрим, какие квесты есть. Так, пинг у меня 800. Задержка. А, задержки нет. Пока еще жить можно. Задержки нет, все вроде плавно идет. А, нет, задержка есть, маленькая. Ну ладно, пока не страшно. Они к церкви не имеют никакого отношения на самом деле. Ставим на большое помещение, проводят там лекции, семинары и так далее. Ну вот насчет этого я не знаю. Я уже дальше там глубоко в этом всем не разбирался, так как мне это все, если честно, прям противно. То есть всякие разные движения. И свидетели Иеговы, мормоны и прочее. Я вообще пытаюсь в это вообще не лезть. Они там в своей, не знаю, в своем измерении живут, и пусть живут. Пусть меня не дергают. Стараюсь их тоже как-то не обращать на это внимания. Если вот они приходят, я их мягко посылаю подальше. Так, значит, у меня есть вот один квест, получается, вот с яйцом. Это у нас цепочка. Он у меня взад. Into the depths. Понятно. Это у нас что? А, в Штормграде вроде был какой-то квест. А где он брался? М, Сейчас его вроде не покажут. У нас в универе, кстати, на первом курсе, как предмет свободного выбора, почему-то нам его просто так зачислили, мы его не выбирали. Нам просто преподавали вот чисто один вот семестр, по-моему, получается, да. Один семестр. История вот этих всех религиозных движений. Там вот нам немного рассказывали о всех этих движениях, как они там происходили, их деятельность и прочее. Вот мормоны, Иегова, и, ну и, конечно, не только христианские, но и мусульманские, какие там еще есть, и по-моему, еще азиатские там какие-то рассказывали, я уже все позабывал, ну и хорошо, в принципе. Вообще, считаю, какой-то бесполезный предмет, не понимаю, зачем нам его дали, учитывая то, что я учился на юрфаке. Лучше бы, не знаю, какое-нибудь римское право дали бы, или латинский язык, не знаю. Так, Secret of the Circle.
Rhapsody Tale. Блин. Где же все эти квесты берутся-то? Да-да, в Японии точно было. Нам рассказывали там о какой-то... Я не знаю, это вот ответвление или официально путь Дао. Даоизм называется. Вот, по-моему, о нем нам рассказывали. Это вот вроде в Японии. А так еще, естественно, рассказывали все эти ответвления от хинди, индуизма этого. Там движение сиддхартки какого-то там. Ну, в общем, ладно. Не хочу об этом. Стараюсь не трогать такие темы. Религии и прочего. То мало ли меня тут еще YouTube дернет. Так, сейчас я тут почитаю квесты пока. Поставлю. Так, ага. Один квест в Фераласе берется у нас. Понял. Так, дальше. А, м. Марвон Ревитсикер. Что? А, понятно. Into the depths. Получается, значит... Получается, один все-таки в Танарисе. Ну, кругозор, да, понимаю. Но лично мое мнение, я бы, допустим, послушал что-нибудь связанное, не знаю, с историей или что-то вот вроде того. История, великие географические открытия, военные конфликты, изобретения различные. Вот это действительно полезно. А вот развитие вот этого религии, религиозных движений, ну не знаю. Так, find the altar of Hakkar. А где берется квест? Блин. Так. э, Что, в Стальгорне, может быть? Блин. Что я совсем забыл. История 20 века. Да, это, кстати, тоже интересный период. Причем именно, кстати, вот не только 39-й и 40-й, ну, соответственно, да, Отечественная и Вторая мировая, но и Первая, я бы тоже сказал, интересно. Я заметил то, что как раз-таки, так, здесь почему-то про Первую мировую войну часто люди забывают. Как-то не сильно уделяют ей внимания. Хоть она и тоже сильно поменяла
ситуацию в мире. Все-таки именно из-за Первой мировой произошла Вторая. Так, на принцессу один хил. Так, в Зульфараке никого. Ну да, вот так вот и получается, то, что даже в школьной программе, мне кажется, даже не важно, вот в какой стране вот мы живем, как-то не сильно уделяют много внимания. Поэтому я, допустим, вот в Ютубе смотрю различные видео интересных там исторических YouTube каналов, например, «Другая история» или Red Room, вот два канала вот в особенности. У них вот контент прям, ну, я бы сказал, вообще 10 из 10. Очень интересный. Там вот они много чего рассказывали. О всяких различных темах. А первое, да, все привыкли. Что там, даже я иногда видел приколы в интернете, где людей даже спрашивали, когда там начиналась Первая мировая и заканчивалась. Они даже на это не могли ответить. То есть, ладно, э, я привык к тому, то, что куча людей не знают, когда там Вторая была. Но и Первая тоже. 16-17 век. Когда активно держава использовала корабли ближе к Карибскому морю. А, то есть это именно, я так понимаю, расцвет пиратства, можно сказать, да? Расцвет пиратства. Что там еще в эти времена? Испанские завоевания, наверное, уже, как они там, были в самом разгаре. Так, In Search of the Temple я взял. Остальные куда мне? Фералас. А, один в Тонарис. Понял. Пиратская тематика, кстати, мне очень нравится. Прям вообще очень, еще с детства. Я в детстве, когда, ну как в детстве, в подростковом возрасте вот, играл в популярную игру, именно вот в нашем сегменте, вот в русском сегменте, Корсара. Очень нравилась игра. Хорошая. Отличный симулятор вот, пиратской жизни, скажем так. Там и на парусниках можно погонять, и попроходить там, и торговать, и что там только можно было делать. Ну и плюс заодно карту можно исследовать. Ну и везде, естественно, популярные имена всех этих Генри Моргана, Черная Борода, там, Рекхэм, прочие лица известные в те времена. Ну, даты-то ладно. Даты, да. Может быть, прям дни не обязательно знать. А годы, ну, что там, 14-18, все. Помню, что все началось с того, что сербский какой там сербский националист, правда, по происхождению он, по-моему, был другой национальности, вроде бы. Там у них много сейчас маленьких стран на Балканах. Вот он там, не помню, Черногория, Албания, еще какая-то страна, не помню. В общем, кто-то тут другой там был по национальности. Вот он застрелил этого эрцгерцога Фердинанда, Франца Фердинанда, вместе с женой. И пошло-поехало там. Я как-то читал списочек просто, кто кому объявлял войну по очереди, в какой там день. Естественно, я уже все там позабывал. Это, наверное, просто было то ли в Википедии, то ли какой-то пост в ВК. Это прям вот несколько лет назад читал. Там все дружно так по очереди. Я там тому объявляю войну, я там эту объявляю. Одним из первых, по-моему, это была даже Российская империя, которая объявила войну, наверное, Германии, потому что впряглась за Сербию. Это вот если говорить про страны Антанты.
про пиратов, кстати. Если вот говорить про вот это вот, про 16-17 век, именно вот пиратскую тематику, есть, по-моему, сериал. Черные паруса вроде называются. Правда, не скажу то, что он исторический и достоверный. Это чисто художественное произведение, я бы сказал. В общем и целом, ну, я бы сказал, позитивная оценка у меня на этот сериал. Там интересно поставлены битвы, что на кораблях, что абордажи интересно поставлено. Но истории некоторых персонажей, ну, такие себе. Повесточку современную напоминали. Так, раз, раз, два. Так, этот я взял. Так, получается, значит, на храм Аталхакара берется 2, наверное, или 3 квеста. Феррелос сколько? Я так и толком не понял. Там какие-то непонятные квестовые цепочки. Не знаю, буду я их брать или нет. А, вспомнил. Точно. Пока не уплыл на корабле в Калимдор. Тут же еще один квест берется. Вот он. Точняк, надо его взять. Он там неплохой лут дает. На хила вроде бы. Ну да, я смотрю, тут в целом, как бы, квестов не особо-то много. У Орды, да. У Орды... Хотя не. Или... Не, по-моему, тут одинаковое количество. Я вот смотрю, тут чисто 2 для Орды. Чисто 2 для Альянса. 2 общих. Нейтральных. Не, один нейтральный. И еще 2 общих. Которые есть и у Альянса, и у Орды. Равное количество. Плюс еще один вот в помещении в самом дается. После убийства ласт-босса. По крайней мере, так показывает Wolfhead. Так. Сейчас поменяем музычку. Какую тему включить? Так. О. Включу Таверны Альянса. Ну, я с этим храмом, да, тоже я не запаривался. Я, по-моему, один раз в жизни, наверное, один раз всего лишь вот в жизни брал прям все квесты на этот храм. И, по-моему, и то даже их не сделал, потому что там есть квесты, которые нужно делать снаружи. Но чаще получалось, что не все хотели их делать, и мы просто тупо забегали внутрь в портал. Все. Поэтому я брал те, которые чисто попроще. Вот за которым я сейчас вот лечу. То есть это не цепочка. И, соответственно, последний, который после убийства ласт-босса там... Ты его берешь, то есть тут же сдаешь. Все. Поэтому тут абсолютно согласен. Это лень бегать. Сейчас по всему миру вот Феррелос придется идти. Тонарис там, по-моему, тоже. Не знаю. Стоит ли это вообще того или нет. Обычно в Марадон собирал все квесты, абсолютно все, и старался их все сделать.
Но в этот раз я не сделал ни одного квеста. Я вот уже 50-й левел, и я не был ни в оранжевой части данжа, ни в фиолетовой. Мы только вот 2 раза ходили на принцессу. Все. И, соответственно, там квест после убийства принцессы появляется, да, вот он у меня сейчас есть. Он, типа, сдается в локации друидов. И все. Больше у меня квестов нету на Марадон. Я и не планирую брать, ну нафиг. Тем более уже поздновато для 50-го левела, наверное. Вот друидам самое простое. Они просто делают телепорт. Вот, не Хиджал. Мунглейд, во. Просто телепорт делают. У них же есть телепорт. И все. И сдают. А нам надо вот через пещеру, по-моему, где-то здесь. А там воинственные эти фурболги. Придется как-нибудь пешочком прогуляться. Так, смотрим. О, Хиджала как-то не смотрел, кстати. Прикольно. Плюс-минус, как в официальном Варкрафте, кстати, выглядит. Только скромнее. Классно, молодцы. Обычно было как-то странновато, вот когда еще на Личе даже играл. Кажется, вот могу повсюду пощелкать на карте, а вот самую центральную вот здесь вот не мог нажать. И точно так же еще с Гилнеасом работало. Он же тоже был закрыт до катаклизма. Да, во. Сюда можно нажать, здесь нет уже. Обидно было. Здесь тоже край нельзя было нажать. Но этот правый край, по-моему, превратился в локацию Сумеречное Нагорье, вроде бы. Тоже в катаклизме появился, вроде бы. Если я правильно помню. Гилнес должен добавить в скором времени. Да, да. Я об этой новости видел в Дискорде, официальном Дискорде Черепахи. Я как-то вот относительно недавно присоединился в Дискорд. И потом случайно, просто случайно наткнулся на карту Гилнеса. И вот карта Гилнеса Черепахи как раз-таки отличается от той, которая вот на официальном Варкрафте. Там на официальном, помню, сам Гилнес город, он, по-моему, в центре локации находился. А вот в Черепахе там все иначе. Там он чуть левее, по-моему, будет стоять. И сама локация вроде немного иначе выглядит. По крайней мере, карта. Поэтому интересно, вот как на Черепахе реализует Гилнес. Так, Джамалан Пророк. Квест. Тала Экзайл. А, вон он стоит. Так. Ну вот, один есть. Простенький квест. Теперь у меня есть два. Один на яйцо. Один на пророка. Еще один будет внутри. Ну и хотя бы 3, по сути, есть. Это программа минимум. Так, где выход? Я вот только не знаю, как они собираются реализовывать Гилнес в плане самого геймплея. То есть, что это вообще будет?
Собираются ли они, может быть, добавлять очередную играбельную расу? Или это просто будет локация для прокачки? Как будет реализован город? Будет ли это полноценная столица? Это тут все интересно. Что они там планируют с этим всем? Потому что я только вот саму карту видел и все. Двадцатый, 30 левел. М. Ну, может быть... Ну, в принципе... думаешь, они могут подогнать ее чисто для андедов? Или как нейтральную локацию? Там же локация дальше какая у них? То есть до Silver Pine Forest, она чисто 10-20 где-то. Ну, разве что так, да. К примеру. То есть андеды сначала качаются у себя, потом сюда перебегают. А потом уже идут в Гилнеас. Я видел, где показали часть города. Все серое. В смысле, сам город серый? Или как? Блин, ну было бы прикольно, если бы они сделали... Даже если они сделают сам Гилнес город именно. Просто тупо копию. Копию оригинала, который есть на официалке. Потому что стилистика этих домов, архитектура Гилнеса мне очень нравится. Красивая. Тут, кстати, интересно, что вот находится в Тересфале. Я за Орду не играл, поэтому я вот без понятия, что у них там. База Алого Ордена, может быть. Если я правильно помню, тут какие-то фермы, огороды. Там какая-то башня находится. Чисто 5-6 левел мобы. И потом проходят уже, наверное, туда. Не знаю. А вот здесь, кстати, я вот видел эту гигантскую базу Алого Ордена, там вот внизу. Это, наверное, то, что тут будет рейд новый. Мне кажется, будет что-то PvP-локи. Моя теория. Нападают, Орда, Альянс защищает, помогает. Кстати, тоже идея отличная. Я сразу вспомнил, правда, неудавшуюся, я так понимаю, реализацию PvP-локации Толбарат. Но потом сразу можно еще вспомнить эту в Личе, которая была. Wintergrasp по-английски. По-русски забыл. Озеро ледяных оков. Во. Вспомнил. Там еще склеп Аркаона находится. Ола, да. Сокращенно Ола. Вот та PvP-локация, кстати, прикольная. В Толбараде, вот, кстати, который появился в Катаклизме, я там, по-моему, даже толком и не был. Поэтому о нем ничего не могу сказать. А вот Ола, да, он вполне прикольный. Там же и танки можно мутить. И крепость там сколько там, рубежи обороны. 2-3, по-моему. Интересно. Ола интересная. Наравне, кстати, с этим, с полем боя, которое тоже на Личе появилось, остров завоевания. Там вот две крепости. И, соответственно, кто быстрее осадит вражескую крепость, убьет, тот выиграет.
классная БГ, она мне очень нравилась. А если сделать GLNS под такую штуку, ну, с одной стороны, может еще злая шутка такая сыграть. То есть идея отличная, а вот реализация в рамках именно вот классического Варкрафта, вот, не знаю. То есть тут я просто вспоминаю, допустим, вот проект Ascension WoW. Они же там пытаются сделать все еще, по-моему, в разработке. У них сервер, который абсолютно кастомные классы делает. Там сколько? 20 с чем-то различных классов игровых, и все там, они абсолютно новые. То есть идея крутая, но реализация вот как она будет. Как будут эти классы играть. Потому что есть опасения, то, что будет выглядеть довольно криво, там какие-нибудь анимации или еще там что-то. БФА фронтов. Ну, фронты... Если будет что-то наподобие фронтов, я боюсь, они, наверное, так же и забудут, как и фронты забыли. Я вот на фронты походил, когда я играл в БФА. Первый фронт этот был Темные берега. Там Альянс нападает. Но я чисто, по-моему, ради интереса. Может быть, один раз сходил, или что там была какая-то награда еженедельная. Или... Так, мне походу... Да, подвисает игра. Да, чутка залагал я. Сейчас вроде нормально. Так вот, насчет фронтов, не знаю, ну, возможно, так же и забудут. Хоть и не Динарати, вот мне понравилось, особенно переделано, как она выглядела. Новая крепость. Стромгард. Прям вообще красотища. Офигенная. Но я тоже там чисто пару раз для интереса побыл, и все. А так, ну да, проще, наверное, проще всего открыть новую локацию, сделать громкое заявление, а в итоге просто сделать, ну, обычную локацию для квестов. Намутить там каких-нибудь различных квестов, самых обычных, там, приди, подай, там, добавь, я не знаю, добавить, типа, пойди убей, там, я не знаю, 10 кабанов, залутай кабани их жоп, принеси их мне. Данж там точно никакой. Тем более, да и не планировался данж. Там просто его некуда всунуть. Ну и все, по сути, да. А как они пользуются популярностью, эти башни? В темных землях. Так. Здесь не показывают, к сожалению. Почему-то мне казалось то, что они должны показывать, даже если вот там не было, если карта не открыта. 4 башни, по-моему, да? Одна здесь, тут, тут и вот тут, прям возле Стратхольма. Но в таком случае, кстати, даже не с башнями идея, а идея об этой локации. Первой локации в БК. Там же были три пункта, которые тоже нужно было удерживать. Там какое-то ристалище, по-моему, еще там какое-то, вышка, может быть, какая-то. То есть не башня, банальная башня, а именно какое-то здание, помещение, типа казармы, я не знаю, мини-крепости. Вот это было бы, наверное, еще более
масштабно, скажем так. Интересно. Какую наводку? Это о чем? Блин, что у нас тут с данжем? Где хилы танки? Ребята. Офигеть. На лоу-левел есть куча. Вон, 2 танка в мертвой копе. Блин, печально. А сколько я уже в очереди? О, час. Уже больше часа. Так, сколько народу? О, плюс 300. Почти 3К играет уже. Они нас откроют как город с собственным портом. Больше путешествий. Да, кстати, да. Город там, он будет не в центре локации, он же будет слева. Именно на левом берегу. Прикинув этот вариант, я допускаю, чтобы Альянс через Гелнес добирался до нового рейда быстрее. А, до этого, до рейда Алого Ордена, да? Ну и вообще, в принципе, да. В принципе, если так прикинуть, даже эти полетные точки у Альянса, да. Ближайшая вот в Южнобережье есть одна. И в самих вот Чумных землях только вот здесь вот точка. Ну, не знаю. Если есть здесь уже полетка, которая тут просто пробегаешь вот уже совсем чуть-чуть мимо Андорала. И вот ты уже в Тересфале. Не знаю, не знаю. А в Хилсбороде, чтобы в Хилсбород попасть, есть южнобережье. Без понятия, честно. Мои вот фантазии и надежды на то, что это будет полноценная столица. То, что они прям вот работают над масштабным проектом и выкатят нам просто вот столицу. Полноценную играбельную столицу. Где там есть и вендоры, ну и точка полета, так уж и быть, я не знаю. И может быть корабль один, который приплывает. Но тогда, конечно, будет дисбаланс. Ой, пролагал я немного. Тогда, конечно, будет дисбаланс в столицах между фракциями. Вот в чем вопрос тогда сразу появляется. Что-то с кораблями. Но если в Штормграде есть еще там свободные места, причалы, может быть. Так, судя по карте и Вовхеду, тут есть один квест на подземелье. Видимо, это цепочка. Ой, нет. Ну нахер. Делать я не буду цепочку. Лень. Так, что у нас остается тогда? Квест в пустыне я отключаю. Фералас. Хорошо. Тогда полетим в Фералас. Ну и, наверное, тогда там буду квесты делать, пока жду подземелья. Там будет заодно последний квест на курицу. Может, выбью яйцо хотя бы. Кстати, а может быть даже стоит зайти сейчас
на Discord черепахи. Посмотреть, где у них там это... Была новость. Блин, тут столько разделов. Я даже не знаю, где это. Нет, точно не в артах. Анонсы. Может быть, в анонсах? Опа. А, вот, да, нашел карту. Так. Сейчас. Так, поставлю, чтобы он летел. Подрублю карту на весь экран. Так, что мне тут по пингу? 82, нормально. О, Зульфарак танк нашелся. Да. Отлично. Так, вот. Нашел эту карту. То есть, да, вот этот город. Прям вот с краю так интересно сделан. То, что в ритейле-то он был вот тут вот в центре, и сама локация вроде выглядела даже больше. И сами вот эти вот местечки, вот типа вот там, не знаю, вот тут написано Church, Рейвеншир, Рейвенвуд Кип. Я вот не помню, в официальном были ли такие вот локации. Я помню, я проходил вот full цепочку у Воргенов. Там же ты начинаешь в столице, потом перемещаешься в деревню, потом едешь в горы, там в горах поместье, Седогрива, потом оттуда еще там в другую деревню. Там с той деревни в рощу. В этой роще, соответственно, ты там учишься контролировать свою форму и так далее и тому подобное. Blackthorns Camp. Интересно, это что такое берег? В другом цвете? Что там будет? Ruins of Greyshire. Угу. Ну да, возможно, это не будет столица, а просто какой-то локации, куда напихают, может быть, обычных неписей, может быть, даже по квесту, которых придется убивать. Чисто как сделали в этих... В Хиллсбороде там вот есть фермы Хиллсборода и есть рудник. Может быть, вот так вот, да? Или вот как вот в этой локации, рядом, в Silver Pine Forest. Там же Даларан есть, кратер Даларана рядом. И деревня рядом с подземельем. Там просто тупо неписи, которые дружные для Альянса, зеленые, но вражественные для Арды, например. Ну, пока да, еще что. Ну, ну, у меня тоже бывает, подвисает интернет. Ну, максимум 2 часа, может быть, еще. Максимум.
Что говоришь? А, да? Ну, да не, наоборот. Так, ладно. Так что да, наверное, скорее всего, это просто будет локация чисто для квестов. А вот какой левел? Тут не знаю, тут вроде об этом не писали. Интересно, конечно. The Kingdom of Gilnes, which had long been closed, has been reopened. This isolationist state has undergone significant changes. It will soon be up to adventurers. Интересно. И все. Больше ничего не сказано. Понятно. Ну, посмотрим. Надеюсь, скоро выпустят. Если карта готова, и они пишут soon. Админы вроде хорошие, разрабы тоже. Уже много чего реализовано, всяких островов. Надеюсь, скоро выкатят. Эту локацию. Так, походу вот этот вот квест тоже ведет. Затонувший храм. Sunken Temple. А, во. То есть сначала вот здесь он берется, а потом уже нужно идти к тому гоблину, у которого я был в пустыне. Понял. Ну ладно, тогда я сейчас тут наберу квестов. Все, которые есть. По-моему, они тут плюс-минус вот здесь вот что-то делаются. А, тут еще берется какой-то. Интересно. Так, час 18. Заканчивать я, наверное, буду где-то плюс-минус час, максимум полтора часа. Потом у меня будут дела. Не знаю, успею тут еще в данж сходить. Здесь что, да. Что? Понятно. Да, вот эти вот квесты, помню, ведут. Надо будет идти вот на этот остров, там с нагами разбираться. Я помню, когда играл на другом сервере, на Кроносе, по-моему, вот именно вот в этом месте я играл на паладине, но я качался через Холли ветку. Я тогда был 40 какой-то левел, и вот после вот этой локации, наверное, когда я сюда добрался, где-то начал делать квесты, я решил уже перейти с Холли на Ретрика. Потому что все-таки хоть и выживаемость у Холика куда выше, чем у Ретри Паладина, но урон такой себе.
Так, такие Heights. Угу. Нечитаемый почерк. Это какой-нибудь почерк врача, может быть? Хотя у меня бывало во время учебы, смотрю почерк каких-нибудь, не знаю, друзей своих, знакомых. Еще, допустим, в школьные годы. И потом думаю, блин, как же это прочитать-то? Так, сейчас тогда, наверное, быстренько возьму квест еще один на храм и вернусь сюда. Хотя у меня самого, кстати, почерк не такой уж и хороший. Плюс-минус. Если постараюсь, то ладно, тогда нормально. А если нет, тоже могу каракули писать. Я тем более еще неправильно ручку держу с детства. По крайней мере, мне так говорят. Так, что у нас тут еще по анонсам интересных в черепахе? Мгм, ничего пока интересного. Только про баги, про золото, про дисконнекты. Да, дисконнекты это, конечно, самый ужасный противник хардкорщиков. А у меня это будет вдвойне, если я не исправлю свое подключение интернета. То это будет двойной просто удар. Если у меня вдруг исчезнет просто интернет в любой момент. Это будет печально. Ярмарка новолуния. В смысле, когда? Она, по-моему, происходит всегда. Она происходит... Она же, по-моему, просто переезжает с локации в локацию. Нет? Типа, вот, допустим, она может быть либо в Мулгоре, вот здесь вот где-то, под столицей, весь лагерь. Либо у нас тут, если за Альянс играем, то в Златоземье. Хотя, не знаю, если там появляются еще какие-то дополнительные неписи под какой-то праздник, да, тогда не знаю. Тут такого календаря, как... Ой, календаря, как на Афе, нету. К сожалению, да. Все, что я помню, вот игроки вот в чате пишут, когда спрашивают, в какой локации находится вот сама ярмарка, по-моему, она меняет свое месторасположение каждую среду. Вроде бы. То она в Мулгаре находится, то в этом Голландском лесу. Все, это вот все, что я знаю. Я вот, кстати, когда делал квест на черепаху, к сожалению, получилось так, что вот пришлось бежать в Мулгар. Блин. И, конечно же, там не обошлось без ганкеров. Но зато квест оказался легкий. Просто достаешь яйцо, сдаешь и получаешь черепашку. Скаковую. Вот это вот. Ну и ружье. Интересно выглядит.
Так, а что у нас тут еще? Sunken Temple, потом Барда. Скуламан, Стратхольм уже ближе к 60, наверное. Лучше идти. Дайрмаул тоже. Так, а в Стратхольме что? О, надо глянуть этого барона. Лошадь, точно, у него уже лошадь падает. 0,1%. Я, по-моему, только один раз, кстати, выбивал лошадь в своей жизни. И то это был тоже на приватном проекте. К сожалению. Поэтому как-то я не доверяю в шанс дропа на приватном проекте. Это было, по-моему, на Сирусе. Я тогда играл. По-моему, на Сирусе мне выпала тут лошадь. Блин, такой меч тоже хотелось бы выбить. Повышает скорость передвижения и реген хп. Прикольно. Наверное, единственное оружие, которое дает вот такие бонусы. Этот еще меч тоже прикольный, одноручный. Я его чисто помню, для трансмога выбивал на ритейле. Блин. Так. Тем более, если не ошибаюсь, по-моему, это один из тех мечей, вот этот вот, который в ножнах сидит не возле ремня, а именно за спиной. В этом прикол. Это вот мне нравилось. Когда у тебя два этих меча, соответственно, они так скрещены, интересно выглядят. О, наконец-то, 51-й. Получается, можно вырубать ауру. Sanctity Aura. Finally. Да, благодарю. Наконец-то еще 9 левелов. Сегодня у нас... Какое число? 14. Голосование у меня заканчивается 23-го на хардкор челлендж. Не знаю, вот успею я прокачать? Я как бы не особо-то долго сижу в Варкрафте. Успею ли я прокачать до 60-го своего паладина? Если вот успею, тогда сразу же и стартану хардкор. Если нет, тогда чуть-чуть попозже. После голосования. Я с 54-го уходил в западный и восточный. И там добавил 60-й. Ну да, в принципе, это, по-моему, единственные места такие. И по квесту хороши. И там и лут приятный, и плюс данжи рядом. Стратхольм, тем более. Стратхольм, в принципе, можно даже не на 60-м идти, а чуть раньше. Тут остается что мне? Танарис я все сделал. Сейчас я могу сделать здесь квесты, в Ферлосе. Тут их немного, но... Ну, не знаю, может быть, пол-левела, левел набью. Посмотрим. Потом в кратере Унгора я еще не был. Тут я помню, вот есть квесты вот здесь. На ящеров там, на обезьян. И в самом лагере тут дофигища квестов. Ну как дофигища? Тоже хватит. Правда, там, конечно, есть риск попасть под удар
тираннозавра какого-нибудь. Ну или ПВП там тоже довольно часто случается. Ну, это фигня. К этому я привык. К ПВП. Поэтому вот эти вот еще две локации я пройду. То есть 100%. Дальше... Фэлвуд. Ну вот сюда, наверное, я не пойду. Оскверненный лес, он мне как-то не особо нравится. Локация еще такая, она длинная, вытянутая, но маленькая. Квестов не так уж и много. Вот здесь вот я помню в начале, там на сатиров вроде бы что-то. И где-то здесь еще вот квесты наверху. Посмотрю. Но пока что как-то не очень сюда тянет. А вот в Восточном Королевстве, что у нас тут? Выжженные земли. По-моему, в выжженных землях добавили кучу квестов именно от черепахи. Кастомных. Может быть, стоит туда сходить просто ради интереса, посмотреть, что за квесты. Хоть они там, наверное, будут такие же простые. Типа убить того-то, убить этого. Чисто ради интереса вот гляну тоже, что здесь. Так. Ну и вот остается Сирин Горч. Жорж. Как он был по-русски? Котлован этот, короче. Но там квесты такие себе. Там их не очень много. Не знаю. Не хочу их в соло делать. Пылающие степи. Вот в пылающих степях я, по-моему, редко качался. Тоже мало квестов. Может быть, что-то и стоит сделать. И вот тогда, после всего этого, тогда да. Тогда уже можно идти сюда. Чумные земли. Я уже даже взял один квест, который просто ведет сюда поговорить. Тут я помню, тут надо будет зачищать кладбище. Тут памятник Утеру стоит. Потом там какие-то квесты, связанные с этими, с котлами. Потом здесь, у Алого Ордена там какой-то квест вроде бы будет. А, здесь еще помню, на границе. На границе обеих локаций Тирион Фордринг находится. Он же будет давать квест. Вот его я обязательно сделаю. Там прям длинная такая цепочка. Интересная будет. Угу. Тоже помню Little Pomelo квест, помню. Это придется, по-моему, вот идти сюда, и где-то вот здесь будет городок уничтоженный. Там надо будет куклу собрать. Помню. Так, это квест у нас на тролля. Тоже помню. Но здесь, как ни странно, мало квестов я пока что вижу. Может, еще недоступно для просмотра? Не знаю. Здесь их побольше. В западных. А насчет данжей, кстати, разве Страткольм не раньше, чем школа? По-моему, школа позже. Хотя тут по списку первый Сколаманс. Ну-ка. Первый босс. 56, 54, 56, 56, 56. Понятно, значит 56 примерно левел. А Стратхольм. Там же все-таки две части в Стратхольме, по идее. 54.
Да, по-моему, Стратхольм все-таки раньше. Там живая часть и Undead часть. Допустим, Балназар. Ух ты, 58-й, 54-й, 58-й, 58-й. Это босс живой части. Так, интересно. Так. Окей, допустим, не знаю. Фраз Сяби. Ладно. 56. В общем, понятно. Они плюс-минус равны, короче. Но, кстати, в школу я вообще почти не ходил. Именно вот в данж, да, я сейчас говорю. Сколаманс. Я помню то, что там интересный квест. Вот здесь берется, там что-то вот внутри делается, и потом нужно убить одного из членов семьи. Он где-то вот здесь на границе с Тересфалем. Undead находится. И ты получаешь триньку, которая призывает 3 слуг. 3 слуг, которые будут бить твою цель. Прикольная тринька. Вот ради нее я схожу в данж. А так, я помню, когда я ходил первый раз туда, я в этой школе... Блин. Либо у нас такая группа была слабенькая, либо что, ну, фулл ран у нас занял там, ну, пару часов добрых. Отсидели в этом данже. Так. Пол раньше, наверное, 60 оформится. Угу. Угу. 2 раздела в школе. Ну, не помню. Я лично не помню. Я вот в школе мало был. Я вот в Стратхольме был. Я очень много был в Стратхольме. Как я уже говорил, я и в ритейле, в официальном Варкрафте ходил чисто на трансмог шмотки выбивать. Проходил обе части. И в классике чисто вот, чтобы выбивать эти зеленые Righteous Orb, по-английски называется, они для зачарования использовались, чтобы крестоносца зачаровать на оружие. А в школу, наверное, какие-нибудь классовые квесты есть. Я думаю, у кого-то. Да, впрочем, и в Стратхольм тоже. Я думаю, это те данжи, куда вот ведут какие-нибудь классовые квесты. Особенно для паладина, наверное. Так. Мгм. Интересно. Что-то я такой квест не припоминаю. Но лут, конечно, в школе хороший. Вот с лутом я спорить, конечно, не буду. Тут боссов, конечно, дофигища. По-моему, я именно там и выбивал эти первые свои шмотки на сет. На сет паладина, наверное, вот эти вот. Типа, тир вот этот, какой он называется? Тир 0.5 какой-нибудь, тир 1, не знаю. Тир 0.5, по-моему, какой-то там. Так. Тир 1 это уже рейд. Что я там выбил, я уже не помню. Очень давно было, я прям один раз только сходил такой. А, даже тир 0, понял. Я вот чисто один раз, вот прям полноценный ран сходили, вот, по-моему, всех убили. И все. На одном персонаже, по-моему, даже это не был оригинальная классика. Это, по-моему, был другой сервер приватный, а вот какой не помню. Да-да-да, точно. Тир 0.5 это вот проапгрейженный, по сути.
Так, туда надо было прям идти. Блин. А внешне они же похожи прям. Плюс-минус. Что тир 0, что тир 0.5. Они там чуть-чуть, по-моему, по цвету, по цветовой гамме вроде бы отличаются. Фиолетовый, ага. А, ну вот я плюс-минус помню, как выглядит каждый. Не, наверное, не каждый из них. Я знаю, что потом они начали выглядеть, ну, точнее, их внешний вид взяли за основу фамильных шмоток. И я помню, по-моему, все-таки лично для меня, наверное, самый такой красивый это был для Вара. Наверное, шмот. Шлем, правда, не особо. Но вот плечи там для Вара прикольные. Потом на кастера там, наверное, это на Варлока там, по-моему, чисто такой из костей сделан. Интересный. Так, что мне тут надо делать? Хейткрест Нага Скейл. Понял. Тут еще тем более интересно то, что эти вот тир 0, вот этот сет, он не обязателен, допустим, для какого-то конкретного класса. Поэтому, соответственно, я не так уж и всегда брал именно паладиновский сет. Я именно брал вот Навара. Допустим, те же плечи, там еще там что-нибудь, что падало. Потому что сет-бонус, там он мне больше нравился, именно варовский. Потому что там был шанс при ударе отхилить себя. А у паладина там другой какой-то эффект. Сейчас, может быть, даже можно глянуть тут. А, так. Сетс. Вот. При 60, наверное. Или... Что у нас тут? Да, это что-то другое, походу. Да, это что-то другое. Dungeon 1.2. Вот он. 1.2. То есть вот, мне нравился больше именно воин. Шлем, правда, вот не особо внешне выглядит так. А вот плечи прикольные. Плечи просто мне больше ассоциировались именно почему-то с паладином. Они напоминали ПВПшные плечи. ПВПшные плечи классического Варкрафта, там где на одном наплечнике у тебя орел золотой. Так, а вот шанс... Да, вот если 6 шмоток есть, то есть вот шанс при ударе отхилиться на 88, 32, 132. Вот этот эффект мне почему-то больше понравился. Так, а у паладина... Хотя тут наоборот, даже у паладина, наверное, прикольнее. Именно голова. Плечи почему-то, ну не знаю. Такое. У него что за эффект? Chance on melee attack to increase. Да, они увеличивают просто урон. Ну, в принципе, тоже неплохо. Видимо, на тот момент, когда я играл, я хотел, чтобы у меня была выживаемость получше. Так, а тут фиолетовый. Фиолетовый, кстати, прикольно выглядит, да. Очень даже. Фиолетовый этот мне еще напомнил другой фиолетовый сет, который в БК есть. И он мне напоминает тот вот БКшный фиолетовый. Это тупо копия, по-моему, Т1 паладина. Или Т2. Нет, по-моему, Т2. Сейчас.
Т2. Паладин. Да. Вот этот вот. Вот этот вот сет для паладина это прям вообще 10 из 10. Но думаю, понятно еще почему. У меня на превьюшке моего стрима всегда паладин вот с этим сетом. Judgment сет. Прям вот, не знаю, самый офигенный, который могли придумать в Варкрафте. Так. Аниксия, Кромагус, Нефариан, Разоргор, Фаермау, Вальстрас. Блин. Некоторые падают. С тех рейдов, в которых я даже ни разу не был. Рагнарос. Интересно. А у меня, наверное, только был тир 1. И то парочка шмоток только. Так, что у меня было? Из тир 1 у меня, наверное, был только, соответственно, нагрудник я выбил. Наручи я, по-моему, просто купил. Ботинки у меня, по-моему, были. И все, наверное. По-моему, 3 шмотки, да. То, что 3 шмотки дает первый сет-бонус. И все. Это вот я первый раз в своей жизни пошел на Рагнароса. На официальном вот Варкрафте мы пошли. Т2.5. Сейчас посмотрим. Погоди, в смысле, Т2.5 это какой? Это где сет? Т2, Т3. Это где он выбивается? Так, хорошо, сейчас глянем. Блин, сейчас тут заспавнился там моб. Отойду. Это храм, да? Так. Так, ну вот этот вот сет падает в храме Анкеража. Третий сет бонус, если 3 шмотки есть. Increases the duration of your Crusader Strike. Чего? Увеличивает длительность Crusader Strike и Джаги. Почему duration, а не damage? Жаль. Длительность чего? Типа, ну, допустим, кину я Джагу мудрости, и что? Что мне это, блин, сделает? 12 секунд будет дебаф. Какой-то бонус, ну такой, слабенький. Второй, на 5 шмоток увеличивает урон и исцеление. От магии. На 71. Так, музычка. Сейчас. Боралус поставлю. Так, интересно. Так, это у нас был храм Анкеража. А руины? Что они тут дают? Это просто какие-то 3 шмотки. 20% шанс вернуть 100 маны, когда я кастую Джагу. Ну, это вообще такое себе. Ханту. Так, ну-ка сейчас глянем, что там у Ханта. Снижает цену у арканшота. И снижает кулдаун на Rapid Fire. Блин, прикольно.
Rapid Fire, по-моему, без этого, без снижения 5 минут, по-моему, да, когда у него. А тут еще 2 снимает. Клево. Блин, вот ты сейчас напомнил о охотнике, об охотнике. И что-то я задумался. А может, все-таки мне охотника взять на хардкор? Друида я так и так планирую прокачать. Привет, бис, арбалет. Три 500. Хрена себе. Ну, в классике 3500. Это прям бешеные бабки. Я никогда не умел фармить в классике. Прям вообще никогда. Моя самая большая сумма... Ну, не знаю. Достигал ли я 200 голды или нет? Наверное, нет. У меня никогда, по-моему, не было эпического маунта даже. Может быть, только... Не знаю, может быть, на паладина разве что? Не помню. Нет, по-моему, никогда не было эпического маунта. Так, это ружье. Так, ну-ка, что тут кто нападает у нас? Ктхун. А с какого босса он падает вообще? Так. Оуро. Вот очередное ружье вижу. Еще одно ружье вижу. Арбалетов пока не вижу. А, кстати, вот самое ружье, которое тут недавно в чате линковали. Twin Emperors. Меч. Нек. Это именно храм Анкеража. Так, лук вижу. Кстати. Ой, ля. Какой красивый. Прикольно. Розового цвета, правда, какой-то, не знаю, Hello Kitty тема. Но прикольный, мне нравится. Еще одно ружье. Точно арбалет? Тут уже дальше, по-моему, не было. Я смотрел. Так. Сартура. Кстати, в Анкераже я ни разу не был. Я просто вообще без понятия. Ну, ружей тут много. Тут уже надо смотреть, какое именно. Я вроде даже целых 3 нашел. Допустим, вот. Blessed, Киражи, Маскет. Арбалет с крыла тьмы. Крыло тьмы это погоди, это... Это рейд этот, который в БРД находится наверху, да? Или что, крыло тьмы?
Я просто совсем не шарю в этих названиях. Нефариан, да-да. Значит, я правильно подумал. Значит, я угадал. Сейчас тогда глянем, что у него там. Так. Blackwing Lair. Значит, получается... Вот он. Blackwing Lair. Дядя Нефариан. Так. Так тут, помню, да, вот этот тут меч офигенный. Ты про этот меч, может быть? Ашканди. Тут из оружия только мейса, топор, меч и посох. Ну, личинка, личинка. Да, тогда личинку я ее линковал уже. Тут было, точнее, в чате именно линк. Там было ружье такое, да, интересное. Ну вот я открыл лут самого Нефариана. Тут как бы арбалета нет, не вижу. Я помню, что вот любили нидать вот этот вот меч. Что охотники, что паладины, что вары, по-моему, даже. Ну, он действительно хорош. А по боссам, ну сейчас посмотрим. Сейчас найдем. Вот, нашел арбалет. С Хромагуса. Допустим, вот может быть этот. Дает 7 стамины, 36 ranged attack power. Вот такой вот арбалет, допустим, есть. 3,4. 3,4 скорость. Интересное название. Аш... Ашире Тул. Crossbow of Smithing. Интересно. Да, выглядит, конечно, прикольно. Пасть дракона. Да. Тем выше урон, наверное, да? Кстати, если вот говорить об охотниках, мне вот больше всего нравятся луки. Я вот привык почему-то именно к лукам. Ружья в классике, они хоть и прикольные, есть некоторые, которые прикольно выглядят, но звук выстрела классический, он такой, ну, прям раздражающий. Ну вот не зря, значит, я луки люблю. Значит, мой выбор это будет лук. Если я буду пвпшиться, конечно. Но в хардкоре это исключено. А как там по играбельности, охотники? Там играбелен первый и второй спек в основном. В обычной классике. Рейдят. ММ и БМ? Или только ММ, допустим, я не знаю. АКУ-20. Это, получается, руины тогда. АКУ-20. Если я не путаю.
Так, щит. Они дебафы хорошие дают, да? Я обычно, когда за охотника играл, я брал сову, потому что она по урону, ну, среднячок. И, по-моему, она кидает дебаф, вроде бы. Крик какой-то, если не ошибаюсь. Самая обычная сова из Тельдрасила. Вроде бы она такой дебаф кидала. А может быть и нет. Может быть, это надо было уже вора набрать какого-нибудь. А так обычно на прокачку я отбирал только кабана. Для ПВЕ я даже как-то не рассматривал особо. Я, допустим, только для ПВП смотрел кота. Потому что у него есть, конечно же, стелс. Так, а вот лук нашел. Bow of Tout Sinew. Интересно. Волк АП бафает, а змея магик урон. А, вот оно как. А, погоди, магический урон, ты имеешь в виду то, что у нее там отдельная способность именно есть? Нет, это хорошо. У этих змей, по-моему, отдельная способность типа удара молнии или что-то вроде того была. Так, вижу арбалет еще. Что это такое? Интересный посох. Но этих змеев я вот не помню. Как-то их приручал или нет. Не знаю. Так, ладно. Надо сделать квест, а то я тут стою. Уже сколько минут. С одним квестом. Но при прокачке, при хардкор прокачке, я вот еще подумаю, может быть, даже не кабана брать. Просто я привык брать кабана, почему? Потому что у него, во-первых, рывок, который просто как с куста там большой урон наносит сразу, да, это рывок. Там он рут дает на 1 секунду. И плюс кабан жрет все подряд. Тебе не придется заморачиваться насчет еды. Покупать что-то отдельное. Но лук Г полный, хоть и скорострельный. Ну, как ты и говорил, ПВП. Скорострельность, думаю, побольше. Важнее. Важна. Так, сколько у меня уже? 6 из 10. Блин, вот 2 часа в очереди. Серьезно. Танк есть, хила нету. ДПСов куча. На принцессу только ДПСы. А вот, кстати, тут тот самый разбойник, который залутал меч. Мой меч. Мой одноручный меч с ласт-босса. Паун Тато. Тот самый гоблин. Так, а что тут еще у нас? А, Леди Джанира, понял. 2 квеста, значит.
Сочные криты. Как приятно критовать. Правда, я дерусь с мобами на 10 левелов ниже меня. Я вот еще насчет хардкорного челленджа думаю, стоит ли рисковать пробовать идти в данжи? Ведь смерть в данже тоже считается смертью. Я тут частенько видел, как игроки пачками ложились. Поэтому я вот думаю, может быть, попробовать абсолютно без данжей, вплоть до 60-го. Чисто прокачка на квестах. Тогда, соответственно, придется какую-нибудь крафтовую профу брать, чтобы шмот крафтить. О, наконец-то яйцо выбил. Там на 4 левела выше идешь такой же группы. Ну, в принципе, да, можно и так. Я обычно в тот же, допустим, в мертвые копии те же, допустим. Я раньше 20-го никогда не иду. Хоть и всегда говорят, мол, типа, да спокойно, иди ты на 18-м, без проблем. Не знаю, никогда вот. Никогда не хожу на 18-м. Да и не получалось. Я обычно все квесты на данж уже собирал к 20-му. Пока все цепочки сделаю, пока квесты в западном краю все сделаю. Глядишь, вот уже 20-й левел. А на 20-м уже, к счастью, там какая-нибудь еще новая обилка появляется. Допустим, у того же паладина появляется флешка на 20-м. Соответственно, уже есть разнообразие для хила, если ты будешь хилить. А так, ну да, не торопиться. Тоже согласен. Сегодня вот проходили данж Зульфарак. Поторопились и вайпнулись разок. Просто потому что хил был 44-го левела, а мы там были 50-го. Группа разделилась. Хила убили. Ну и плюс, наверное, люди тоже вспомнят то, что наверняка, наверное, будут какие-то тактики у боссов. Даже там, я не знаю, в тех же мертвых копиях. Все будут вспоминать, так, ласт босса нужно аккуратно, там у него появляются еще дополнительные охранники. Все будут задумываться о механиках в классике. Так, и где же она?
О, она элитная. Прошу прощения, этого я не знал. Так, петух у меня готов. Погнали. Разряд. На. И петуха еще. На. Нормально. Когда элитный моб кастер, это, по-моему, сильнее облегчает задачу. Другое дело, когда вот мне пришлось великана замочить. Он там по 150 бил и крит еще мне накинул в 400 урона. Так. А, мне сало. Угу. Так, хорошо. Как же я люблю инженерное дело в классике. Всегда я делаю вот эти вот две триньки. Петуха и луч. Гоблинскую, правда, не пробовал еще ни разу. Там вроде бы неплохой шлем дается. Он там МК дает вроде бы. Так, а этот квест меня, походу, куда отправит? Да, уже туда, на тот остров. Угу. Интересно. А, мне даже выбирать не надо. Две сразу шмотки получаю. Это хорошо. Неплохо. Так, 7 хп и 20 атак пауэр. Ну, неплохо, да. ПВЕ тринька. Закину ее пока сюда. У меня тут уже количество тринек накопилось неплохое. ПВП тринька вот куплена, чтобы снять контроль. Морковка на палочке с босса. Газрила. Потом тринька на увеличение скорости бега. В Бэдлендсах сделал квест. И вот то, что вчера выбил. Сделал, точнее, квест. Кастомный квест. На триньку. Тоже хорошая. Так, а это мне в банк надо положить. На хила.
Блин, наверное, нет смысла ждать корабль. Вот никогда не любил его тут ждать. Пофиг. Поплыву. Жаль, у меня нет хождения по воде. Привык то, что на официальном Варкрафте, на ритейле именно, не на классике, на ритейле, я играю все время за Фрост ДК. Точнее, раньше играл, я уже давно не заходил туда. А у него там хождение по воде есть способность. Да, прикольный меч. Жаль, вот я ни разу его вообще не видел. Увидеть бы хотя бы эффект, как он проявляется. Насколько полезны эти дракончики, которые вызываются. Ну вот, пока ребята там ждут корабль, я уже доплыл. Изи. Так. Не, ну если было бы, конечно, хождение по воде у меня, тогда да. Тогда интересное сравнение. Подходящее. Так, наверное, сейчас что еще сделаю? Возьму, короче, квесты и буду, наверное, потихоньку закругляться на сегодня. А то я что-то подустал. Да и смотрю, данж. Ага, да. Не идите нафиг. Ладно, пофиг, помогу. А то сейчас курица у него там забагается. Или еще что. Вовремя я, короче, вышел. Тут последняя это... Последняя засада, я так понимаю. Так, сколько уже тут? Ну да, 2,5 часа практически жду.
И что-то как-то, вот не знаю, в прошлый раз, ну, такого не было. Группы собирались. Сейчас что-то как-то глухо. Респектнуться как-то я не хочу. 51 левел. Поздновато. На 60-м разве что. Вот посмотрю. Попробую чисто из интереса спекнуться. Вот. Дать сюда. И протестить талант. Как он там стакается, не стакается, работает, не работает. Есть ли смысл или нет. И буду наполовину прот, наполовину ред. Я в курсе, кстати, да, есть вторая специализация. Ну а как ее достать, я вот не знаю. По-моему, говорили то, что она дорогая очень. То есть, если в том же личе ты получал двойную специализацию, заплатил... Так, опа, мифрил. Да я, в принципе, кстати, как-то и не интересовался, где это. Вторая специализация. Не спрашивал, не интересовался ни у кого. А так, ну, в принципе, можно и респект. Допустим, full холли, допустим, да. Но тогда будет, наверное, все-таки чуть тяжелее качаться в открытом мире. А спамить подземелья, не знаю, насколько это выгодно. Я потом поинтересуюсь, узнаю. Если это нужно донатить, ну тогда я, наверное, не буду такое делать. В приватные проекты я как-то не то вот, не доначу. Из принципа. А если за золото, ну, 67. А, так, Зорбинс Ультра Шрингер. 2 часа. Понял. Значит, один квест у меня ограничен по времени. Тогда я его сделаю сейчас. Сбегаю, сделаю сейчас. Ну вот я думаю, что тоже много золота понадобится. Все-таки как-никак это классика. Для того же эпического маунта, грубо говоря, 1000 нужна. Без учета скидок на репутацию. Сейчас я в гильдии даже спрошу. Second, наверное. Что или как? Или как там было по-английски, что-то я забыл. Double Specialization или Second. Ладно. Триста голды. А, Первый же ответ.
300 голды. Интересно, интересно. Ну да, цена еще ладно. Плюс-минус нормальная. Потерпеть можно. Но придется пофармить все равно. Для двойной специализации. А учитывая, что я фармить вообще не умею. Так, Зорбинс Ультра Шринкер. Это получается, мне надо великанов. А тут уже понятно. Ну да, с Личом. С Личом, да. Ну, в принципе, логично. Тут голду тяжелее достать. Гораздо тяжелее. Так, это получается, значит, я сейчас должен заюзать вот это вот. Или как? Опа. Угу. Zapped Giants. 15 штук. Блин. Много. Я так запарюсь. Ну, на нынешнем левеле я тогда, наверное, не буду менять. А вот на 60-м посмотрим. Пока что голда нужнее. Все-таки надо будет же еще делать квест на этого, на эпического маунта. Там тоже надо будет потратиться. По-моему, в целом 400 голды. Я надеюсь, что если что, у гоблина можно вот эту вот штуку обновить потом. Взять на повтор. Потому что я смотрю, тут уже дофигища людей убивают великанов. Сейчас это проверю, можно ли это сделать. Обычно в подобных квестах можно выпросить еще одну штуку. Ну или, может быть, времени будет тратиться, допустим, если я выйду из игры. Так, а что еще? Огры. Да, помню. Огры у нас где-то здесь. Так, курочка потом. Едете там же рядом. Там же, где пещера есть, и там, кстати, эта курица и находится. А, видимо, нет.
Ну ладно. Новую версию этой штуки нельзя будет попросить. В общем, я надеюсь, что когда перезайду, потом попозже, эта штука не исчезнет. А сейчас тогда я буду закругляться. Выйду туда в таверне. Следующий. Сейчас календарь гляну. Так. Обычно я, конечно, стараюсь каждый рабочий день, но иногда могу и внезапно на выходные подрубить. Но эти выходные у нас же праздники. Пасха, если не ошибаюсь. Поэтому, наверное, нет. В понедельник. В понедельник. Посмотрим. Либо понедельник, либо вторник следующий. Также утром стартану. Я в понедельник просто планирую тогда связаться с провайдером насчет вот своего подключения, чтобы стабильно было, чтобы меня не выкидывало. И если в понедельник я все быстро сделаю, если там все будет нормально, тогда, ну, да, в понедельник, может быть, и стартану тогда. Тогда позже, где-то в полдень, где-то в 12 в час. Если в понедельник нет, тогда 100% уже во вторник утром. Так же, как и вот сегодня. И да, это будет именно по Варкрафту стрим. Хотя я еще планирую, наверное, какую-нибудь другую игру постримить, посмотрим. Может, в Лигу Легенд поиграю. Обычно вот это третья игра, которую я тоже стримлю иногда. Правда, ее почти никто не смотрит, но ладно, хрен с ней. Посмотрим. В общем, ладно. Пойду я. Всем спасибо. Все, кто были, заходили. И за активность в чате. Тоже спасибо. Давай, пока. Удачи.